Так, ну что, будем выезжать от Кефа. Надеюсь, ты сегодня не будешь возмущаться. Мне кажется, что он вначале глох от того, что здесь создавался дикий вакуум, потому что когда открывал бачок, он прямо так крышку отодрать было тяжело. А потом, когда прострелы пошли, это то, что этот 98-й бензин туда залил. Не по ошибке. Так, хорошо, эти закрыл. Потом по заливке 95-го все стало нормально. Так, блин. Вот это мне вообще не понравилось. Короче, этот... Как его рюкзак на меня упал. Сзади. Короче, рюкзак вообще не брал. О. Отлично. Sounds good. Фу. А вот этой засыпки, конечно, кефовской было весело заезжать. Ну, вот здесь это было занятно. Посмотрим на дневную Бельгию. Потому что холодная вечерняя Бельгия была так себе. И такой спальный райончик. Сегодня по плану было покатать по центру Брюсселя, в Антверпене заскочить в музей Маас, выскочить на берег Северного моря, на котором я бывал когда-то с мамой с другой стороны, то есть со стороны Великобритании, ну и через Роттердам, где снимался тот самый знаменитый эпизод из фильма Джеки Чана, где он катится по крыше здания вниз, добраться до тети Зои, где-то на полпути между Гаагой и Амстердамом. Карты показали мне маршрут на 8 часов только в пути. Но что, я, честно говоря, просто офигел, ведь передо мной всего 320 километров. Поэтому выбираемся из аккуратного пригорода Брюсселя в сам Брюссель, ну а дальше посмотрим, как пойдет. Как бы близко по карте этот пригород Брюсселя не был к самому городу, но все же въезд в город был заполнен природой, а не застройкой. А когда уже начали появляться частные домики, то это были не то что домики, но целые дома. И особенно продуманно выглядит сама парковка под ними, где у тебя для входа в машину есть место, и не нужно садиться с полосы, по которой едут другие транспортные средства.
Сам же Брюссель мне запомнился в основном системой туннелей под городом, начало которой мы сейчас и проезжаем. Это очень разумное решение, если тебе нужно быстро проехать через весь город, ведь ты минуешь все светофоры. Очень ждали, что у нас и в Киеве туннели в основном строят очень короткими, буквально на один перекресток, и ты зачастую упираешься в хвост пробки практически сразу по его проезду. К сожалению, несмотря на довольно позднее время выезда, после 10 утра, я все же уперся в трафик, который с кофрами было не очень-то сподручно объезжать, поэтому приходилось в нем стоять и, как ни странно, жариться на солнце. Вот это от Брюссель. Ребят, блин. Google показывает, что вообще все, но все едет. А по факту нифига не едет, слишком наказано было. Блин, ну да, теперь все по-другому. Надо, если я заеду, ладно, по вас посмотрим. Где будет рояль, куда он выйдет. Где рояля. Рояль как раз ведет нас сюда, куда надо. Давай еще немного, я через не приехал. Три двигания видно, да? Что, в модуль было? Смотрите, вот это есть готов, на тебе. Спасибо, автобус, зашибись. Ага. А там, походу, злые копы. Всех этих ребят на мотике ловили.
Интересно. Статсмарк. Бригант. Короче, надо где-то нормально стать. Посмотреть. Где-то нормально стать, это нужно, чтобы было где стать. Да. Надо было в 6 утра выезжать. Тогда бы я весь этот... все это безобразие проехал бы по пустому городу. Посмотрел бы все. И не стоял бы просто в пробке. К своему счастью, я наконец-то вырвался из череды туннелей, надеясь, что уже нахожусь где-то ближе к окраине города, и сейчас как стану, да как оптимизирую свой маршрут. Короче, было принято волевое решение. Центр Брюсселя нафиг. Я вообще кайфанул 2 часа просто волочась в пробках или 1,5. Это надо выезжать в 6 утра, чтобы все это счастье посмотреть. Оно того не стоит. А лучше вообще это пешком, ехать и пешком, потому что на машине вообще не вариант, на мотике так себе. Приехал, взял велик, которых тут полно, как и в Варшаве, и катайся, обсматривай все это. Убрал Антверп тоже, потому что развивать там будет то же самое. Поеду сразу в Роттердам. Да, Леня сказал, в общем, там ничего интересного не намечается, там серое никакое. Поэтому тулим в Роттердам, смотрим Ленин любимый город и тетя Зоя. Да, вот в районе Бельгии предлагают копичные дома. Все то время, что я ехал до Бельгии, предлагали это дома обрисованные камнями. В Бельгии, Брюсселе.
тут мы врываемся в те самые проселочные дороги Бельгии, а кое-где на прямо-таки самые, что ни есть, ультрапроселки. Качество асфальта намекает, что ходовку обслуживать нужно будет раз в машину, ну или даже в две. Несмотря на велодорожки по двум сторонам проезжей части, велопеды наваливают прямо по встречке, чтобы подобраться под самый шлагбаум подъемного моста и раздражать водителей своим крайне медленным передвижением сразу после активного старта. Следовательно, стоит тоже подобраться в первые ряды и поглазеть на проходящее судно на расстоянии этой вытянутой руки. Да, 200 километров, 5 часов, это жесть. 40 километров в час средняя скорость. Омерзительно просто, Это Бельгия и Голландия, наверное, по 100 километров на каждый из стран. И тоже вот поезд, Только что еще один проехал. Открыли шлагбаум и проехало 1,5 машины, закрыли шлагбаум и новый поезд поехал. Грузовик, ты пока заведешься там, Да ну ё-моё-то, Вообще, резюмируя по Бельгии, она мне запомнилась постоянными пробками в практически слитых между собой городами, городишками и пригородами городишек. Вот смотришь на чувака на Порше, который ползет от 10 до 30 километров из-за лежащих полицейских, и невольно задумаешься о том, зачем ему те 3-4 литра в двигателе в таких условиях. Я монтирую поездку уже год спустя, когда я уже сменил 125-кубового Бартка на 650-кубовую Сузуку, которая на первой с половиной передачи уделывает все 5 передач Бартка, а всего имеет 6 передач. Если в это путешествие я старался находить самые мелкие дороги, где Бартек сможет нормально себя чувствовать, то на Сьюзе я бы без сомнений выбирал бы автострады, ведь она едет около 100-120 чуть ли не на холостых, на 6-й. И на ней очень неохота постоянно перетыкать передачи, да и останавливаться на светофорах. А хочется просто воткнуть 6-ю и равномерно катить свои 100-120 с таким же расходом, как был у Бартка. Ведь едешь ли чуть ли не на холостых. И основное, ты хочешь просто доехать до точки. Уже ничего не хочешь смотреть. 151 километр, 4, часа. Жесть просто.
Тете Зое надо валить реально там в 4 утра, блин. Чтоб все эти Нидерланды проскочить, блин, и забыть как страшный сон. А там в Германии уже нормально будет ехаться. Но вообще, к этому моменту я уже так подустал от путешествия. Хотелось уже просто до всех доехать, кому пообещал заехать, и побыстрее разворачиваться домой. Особенно напрягала неопределенность погоды, которая грозилась постоянными дождями по всему пути от Амстера до Варшавы. И ладно бы дожди, но вот холодный ветер и плотный воздух, с которым придется бороться, заставлял думать о скорейшем возвращении еще сильнее и с еще большим волнением. И сейчас едешь все под солнцем, в тепле, наслаждаешься поездкой, а всего несколько дней назад в Германии ехал промокшим до нитки и сильно замерзшим. И это как раз и предстоит по дороге назад, если не удастся проскочить перед этим дождевым фронтом. А сидеть его и переждать также не вариант, ведь по прогнозам он затягивается на неделю-полторы. Каждого своя общность. Светофор велосипеда в одну сторону, велосипед в другую сторону. Пешехода. Жесть. Сейчас все стоит, потому что там переходили пешеходы. Посмотри, всем стоять остается одно. И наконец-то добираемся до Нидерландов. Я был так счастлив вырваться из постоянно перетекающей из одного города в другой Бельгии, что крайне надеялся сейчас довольно по-быстрому добраться до тети Зои. Ведь Голландия поприветствовала меня весьма разгруженными дорогами, где хоть и жутко воняло с полей, но все же наконец-то ехалось. Кстати сказать, видимо, я как раз попал на тот период в одну неделю, когда удобряют поля, и целые города бздять, как стадо мокрых диких кабанов, которые дорвались до выгребной ямы в аномально жаркий летний день. Проезжая через жилую застройку, видим, как в Нидерландах воюют с гонщиками. Помимо лежачих полицейских, еще на дороге стоят клумбы, которые заставляют тебя их объезжать по встречке, и на каждый знак, что встречка имеет преимущество. А еще крайне разумно сделана велодорожка. Она отделена от пешеходной, парковкой, и получается, что одним, что другим нужно довольно сильно постараться, чтобы помешать друг другу. Хотя из Лениного гайда по Нидерландам, если тебя пешего на велодорожке собьет в усмерть бухой велосипедист, еще и под лютой наркотой пусть будет, виноватым будешь как раз ты, раз поперся на велодорожку. Ну и будешь оплачивать лечение того самого велосипедиста, ну и ремонт его велосипедика, не дай боже он там что-то себе поломает еще. В общем, велосипедисты имеют абсолютное преимущество. В городишках поменьше или населенных пунктах, даже побольше похожих на ПГТ или село, дорога вообще теряет свою разделительную полосу, и только две велодорожки тянутся по ее бокам.
Причем обращаем внимание, что выход из дома зачастую ведет прямо на микроскопический участок перед этой самой велодорожкой, которая в свою очередь уже является и дорожным полотном. Соответственно, если один дебил решит навалить по этой дороге, а другой выйти не глядя, есть хорошие шансы, что они обязательно встретятся, а второй еще и на капоте покатается. Известно, что два дебила — это сила. Хотя более расторопные обитатели выставляют большие вазоны с цветами неподалеку, чтобы исключить это занимательное путешествие из списка их аттракционов. Голландия воняет дерьмом. Как-то вот так получается. Зашибись, еще тут какой-то пациент, прилип. Еще, 100 километров тулить 3 часа. Зашибись. Сплошные пробки, гребаные ограничения, но зато через центр Роттердама проедем. Дует сильно. Леня говорил, что сплошные ветра. И страшно воняет говном, везде сплошные поля. Вот как в Бельгии была вонь сплошная. Почему в Германии не было такой вони? Не знаю. В общем, вот такое. Ехали дальше, в Роттердаме поснимаем. Так, бодро рассекая по разгруженным дорогам, не понимаешь, откуда могут взяться эти самые 3 часа на то, чтобы проехать несчастные 100 километров. Вот те и природа, и едущий мост, несмотря на то, что на нем грозят и велосипедисты ездить, и стоят камеры контроля скорости. Но тут внезапно мы подъезжаем к длиннющей пробке, прямо посредине поля, не имеющей ни начала, ни конца. Но хотя нет, начало она как раз таки имеет. Она начинается на паромном причале, который там стоит вместо моста. Чтобы проехать так метров 20 или 40 через тот канальчик, нужно отстоять несколько километров пробки. Это уже не первое, насколько я помню. Я уже от пары паромов просто разворачивался и ехал дальше в нужном направлении, пока Google не перепрокладывал маршрут. Но прокладывал он его также с паромами. Так я завтыкал отключать эту опцию в маршруте. Поэтому пришлось остановиться, чтобы наконец-то это сделать.
счастью, мне удалось даже побывать в Нидерландском туннеле, которых тут не так уж и много, а на выезде из которого меня ждала очередная пробка на его оплату. Но, видимо, из-за этой самой пробки почти все ворота были открыты. Хотя не факт, кто его знает почему. Наконец-то добираемся до Роттердама, где Джеки Чан снимал свой знаменитый спуск с 23-го этажа. Обязательно посмотрим на это здание. Крайне был рад видеть велодорожки, отделенные от проезжей части, так как эти велопедилы достали уже неимоверно. Незадолго до Роттердама я стоял в длиннющей пробке между селами, просто потому что какой-то гений додумался спроектировать велодорожку, которая пересекала трассу, для того, чтобы просто продолжиться с другой ее стороны. Действительно, что же могло пойти не так? Велопедилы, которые едут кучками в 1,5 велопедера с расстоянием между этими кучками в полмашины, просто сплошным потоком пересекают эту несчастную дорожку. В итоге на 10-1,5 велопедеров, пересекающих трассу, успевало проехать 1-2 машины в каждую сторону. Опыт езды по этим загородным дорогам в Нидерландах был таков, что я очень настоятельно для себя решил попадать в Нидерланды только исключительно на самолете. Ну или в другом виде транспорта, на котором тебя туда просто тупо доставят, а потом вернут домой. И без всего вот этого стресса по дороге. Несмотря на то, что вся Голландия стоит на воде и вообще находится ниже уровня моря, в Роттердаме действует метрополитен. Целых 5 линий с 1968 года, на минуточку. Трамвай с 1879 года с 9 маршрутами и автобус там 38 маршрутов. А ночью и по пятницам, субботам ходят специальные автобусы за 4,5 евро. Также действует междугородная линия скоростного трамвая в Гаагу. Она формально причисляется к метрополитену как линия Е, и система оплаты аналогична амстердамской, Стриппенкарта. Порт Роттердама является важнейшим центром по обработке насыпных наливных контейнеров и других грузов как внутри европейского континента, так и по всему миру. Наиболее значимым сектором деятельности порта Роттердам является нефтехимическая промышленность и обработка минеральных грузов. В Нидерландах в квартирах очень хорошее остекление. Как можем увидеть справа, целая наружная стена может состоять из сплошных окон, которые к тому же и открываются. То есть страна, известная тем, что количество солнечных дней можно посчитать чуть ли не на пальцах одной руки. Осень, в которой длится всего около 30 минут между моментом, как листва пожелтела и ее снес очередной шквальный ветер, и имеющая около 40 названий для разных разновидностей дождя, ветра и их смеси, умеет брать от этих самых солнечных дней все. Просто открыв свои огромные окна и получив ощущение времяпрепровождения на улице, сидя у себя на диване в гостиной. Это шик. А вот и тот самый дом, по которому Джеки Чан сбегал 23 этажа по стеклянному фасаду от преследующей его группы бандитов. Слева мы проезжаем знаменитый Белый дом. Это здание и объект национального наследия в Роттердаме, построенное в 1898 году в стиле модерн. Здание имеет высоту 43 метра и 10 этажей. Это был первый Хукбау, буквально высотное здание в Европе. Архитектор Вильям Моленбрук спроектировал 10-этажное здание, беспрецедентную по тем временам высоту в Европе.
Территория Вейнхавена-3 находится всего на высоте 1 метр над уровнем моря, и скептики утверждали, что мягкая почва у Роттердама не сможет должным образом выдержать это здание. Поэтому, прежде чем строительство могло начаться должным образом, в землю было забито 1000 свай, чтобы выдержать 2 здания. Здания построены из железа, стали и бетона, имеют 2 толстенные внутренние стены, которые повышают прочность здания. В отличие от многих других современных зданий того времени, дерево не было используемым строительным материалом из-за боязни пожара. Здание тогда обошлось в 127 900 голландских гульденов. Это было одно из немногих зданий в центре Роттердама, которое уцелело после немецких бомбардировок во время Второй мировой войны. Подъезжая к тете Зое, Мосу и Игорю, я был крайне доволен наконец-то выскочить на разгруженные проселки, на которых не было ни знаков, ни светофоров, ни других машин, не считая редких исключений одинокой встречки или светофора, который регулирует реверсивное движение по однополосному туннелю. И под однополосным я имею в виду буквально, не по одной полосе в каждую сторону, а просто одна полоса шириной в машину. К моменту монтажа я уже и не помнил, что доезжал в лучах клонящегося к закату солнца. Запомнилось только то сильное чувство, что в Нидерланды на мотоцикле, или еще хуже, на машине ехать я больше не хочу. А выбираться оттуда нужно будет часов в 5 утра, если не удастся встать пораньше, чтобы проскочить перед всеми этими велопедеристами, блокирующими дороги. Доезжал я просто обалдевший от такой дороги. Выкинув с маршрута все, что удалось, осталось всего 200 км. И эти 200 километров я добирался почти 10 часов. 20 километров в час средняя скорость, Карл, 20. Заезжай сюда. Думаешь, так залезешь? Сережа, А, развернись, ага. послушай меня. Развернись, там ступень такая, полог и заедь сюда. Вот так. Не, я больше за эту, за калитку. А что, закатить? А он же, не, мы это сумки не залезем. Думаешь, в закате? Ну, чемоданы не Надо с залезут. сумками как оставить? А не отстегиваем? Ну да. А, ну все. Ну, давай бросай, пошли кушать сначала. Бросай, поставь пока Да, вот так. вот так, ставь его вот так. Поставь. Может, тут сумки, для безопасности. Да. А, он у тебя слабенький, Ты через Париж ехал. Привет. Уехал долго, блядь. Мама говорит, 100 километров, я думал, Это ужас. 70-80. Да, Nice to see you again. Серега, наверное, 70-80. Голландия Пожалуйста. очень медленная. А какой медленный там знак скорости, ехать можно? Это если по страде, по автостраде, я по автостраде не ехал. А ну-ка, давайте ты с селами становитесь. ехал? Иди, зайди оттуда, мост, идите, я вас сфотографирую. Серега. А что ты с телами? А что по автостраде? Или, а тебе нельзя? По автостраде крайне галимо. А ну давай. Сзади фура сядет, и по автостраде Чуть-чуть ты ничего не увидишь. Ну все, давайте.